Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду готовить пирог, который можно назвать ленивым эклером, поскольку по своей сути это и есть эклер. Один большой эклер в виде пирога. В основе пирога заварное тесто, с которым и готовятся эклеры. Сверху заварной крем, либо можно приготовить тот крем, с которым вы любите эклеры. И немного шоколадной глазури. Получается вкусно, готовится несложно. Давайте готовить. Для заварного теста я возьму 140 грамм муки, 4 крупных куриных яйца, 115 грамм сливочного масла, по 125 миллилитров воды и молока, столовую ложку сахара и четверть чайной ложки соли. Муку просеиваем. Готовить заварное тесто я буду в кухонной машине, поскольку это быстро, просто. Но все то же самое можно сделать и на плите. На канале есть отдельное видео, посвященное заварному тесту. Там я готовлю заварное тесто на плите и обо всем рассказываю подробно. Ссылку на это видео поставлю в описании под этим видео. При желании можете зайти и посмотреть. Ну а здесь быстро и коротко. В кастрюлю, либо в моем случае в чашу кухонной машины вливаем воду, молоко, кладем соль, сахар, сливочное масло. Доводим до кипения. Всыпаем сразу же всю муку, интенсивно размешиваем, чтобы мука заварилась, и интенсивно растирая, прогреваем тесто до тех пор, пока тесто соберется в ком, а затем начнет отдавать муку. То есть на стенках посуды начнет появляться мучной налет. В моем случае я смотрю на появление мучного налета на стенках чаши. Как только он появился, снимаем кастрюлю с огня, я выключаю нагрев. И сначала тесто охлаждаем. Охлаждаем примерно до температуры 60-70 градусов Цельсия. Я тесто буду перемешивать, для того, чтобы оно быстрее остыло. И затем в тесто вводим куриные яйца. Вводим по одному яйцу за раз, каждый раз хорошо тесто размешивая. В результате получается вот такое по консистенции тесто. Оно не густое, не жидкое. Лениво стекает с лопаточки, образуя треугольник, который принято называть птичьим язычком. Выпекать пирог я буду в форме. Размер моей формы 23 на 32 см. Форму я смажу растительным маслом. Смажу не обильно, слегка, поэтому все лишнее растительное масло уберу, оставив только тонкий слой. Если растительного масла будет много, тесто будет скользить, и его будет трудно распределить по форме. Самый край стенок формы я оставила не смазанным, чтобы тесто было за что зацепиться. Выкладываем тесто и распределяем, так чтобы тесто закрыло дно и стенки формы. Ставим форму предварительно разогретую до 200 градусов Цельсия духовку. Выпекаем примерно 30-40 минут. Тесто должно зарумяниться и пропечься. Попутно напомню, что заварную основу лучше перепечь, чем недопечь, поскольку если не допечете, то после того, как вы ее достанете, она может просто осесть. Аккуратно достаем нашу заварную основу из формы, выкладываем на решетку и даем полностью остыть. Для крема нам понадобится 500 мл молока, 200 мл жирных сливок. Я обычно беру 35% сливки. 2 средних куриных яйца, 50 грамм крахмала, либо муки, 120 грамм сахара, 50 грамм сливочного масла и стручок ванили. Либо можно взять чайную ложку ванильного экстракта или положить пакетик ванильного сахара. Яйца слегка взбиваем с половиной всего необходимого по рецепту сахара. Сюда же кладем крахмал либо муку и размешиваем до однородного состояния. Если вдруг получилось густовато, можно добавить немного холодного молока из общей нормы. Молоко переливаем в кастрюльку. Всыпаем оставшийся сахар. Стручок разрезаем вдоль, раскрываем. Кладем и семена ванили, и сам стручок. Ставим на огонь и доводим до кипения. Кипятить не нужно, как только начинает закипать, сразу же снимаем с огня.
Малыми порциями либо тонкой струйкой вливаем горячее молоко в яичную смесь. Затем переливаем обратно в кастрюлю, ставим на огонь и прогреваем до загустения. Прогреваем при постоянном интенсивном перемешивании, чтобы наша масса не прихватилась ко дну. После того, как загустеет, проварим наш крем еще 1-2 минуты. Это нужно для того, чтобы успел провариться крахмал либо мука, и они не ощущались в готовом креме. Свежесваренный крем сразу же перекладываем в отдельную миску, чтобы прекратить процесс варки. Кладем сливочное масло и размешиваем, чтобы масло полностью разошлось, соединилось с кремом. Вот такой по густоте крем получается в результате. Накрываем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. Даем крему полностью остыть до комнатной температуры. Когда крем полностью остынет, он станет значительно гуще. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, сливки обязательно должны быть в холодильнике. При желании к сливкам можно добавить немного сахарной пудры. Я добавила буквально 20 грамм. Взбиваем сливки до устойчивого состояния. Соединяем заварной крем и взбитые сливки. Порциями выкладываем взбитые сливки в заварной крем, не наоборот. И аккуратно размешиваем лопаточкой. Как быстрый вариант можно размешать миксером, но только коротко, быстро и очень аккуратно, на малых оборотах миксера. Вот такой крем получается в результате. Он мягкий, но в то же время не жидкий, хорошо держит форму. Крем очень-очень вкусный. Заполняем кремом нашу основу из заварного теста. Сверху пирог я украшу шоколадной глазурью и карамельным соусом. Для глазури я взяла буквально 20 грамм темного шоколада и небольшой кусочек сливочного масла, примерно с чайную ложку. Аккуратно прогрела, чтобы шоколад и сливочное масло соединились. Переложила в небольшой кондитерский мешок и вот таким образом отсадила сверху. Карамельный соус я готовила отдельно. Этому соусу посвящен отдельный ролик. Ссылку на него поставлю в описании под видео, поэтому при желании можете зайти, посмотреть. Соус очень вкусный, хорош и сам по себе, и в качестве кондитерского ингредиента. Но если карамельного соуса у вас пока нет, в этом рецепте вы совершенно спокойно его можете пропустить. Ставим пирог минут на 20 в холодильник, чтобы он подостыл. И наш пирог готов. Итак, наш пирог готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.